Приветствую всех на моем канале, и в этом видео я расскажу вам про такую мобильную игру, как Top War. Чтобы сэкономить вам время, тайм-коды здесь, там и в описании. И прежде чем начать, небольшое вступление. Эта игра платная фирма. И если вы имеете друзей, которые играют в нее, они вам об этом расскажут. И если же нет, они вам не друзья. Играть, конечно, в эту игру бесплатно можно, согласно рекламе Free-to-Play, но качество игры будет зависеть только от ваших ожиданий. Итак, начнем. И начать нужно с того, что в игре Top War существует целый мир с большой картой, где располагаются множество серверов, которые периодически взаимодействуют между собой на фоне разных глобальных событий, таких как СВС, ТА, Ель, Доминатор и прочее. Отличаются эти сервера друг от друга только временем создания и списком обитающих на них игроков. Каждые 1 или 2 недели разработчики добавляют на общую карту несколько новых миров. И когда игрок регистрирует свой аккаунт или создает дополнительную базу, он попадает на один из них, где и будет находиться от 6 до 9 месяцев, пока серверу или аккаунту не будет дан доступ до трансферов. Это функция, которая позволяет путешествовать по глобальной карте. А до этого времени вы спокойно развиваете свою базу и знакомитесь с континентом вашего сервера. Итак, после создания аккаунта мы появляемся в качестве небольшого замка, в случайном месте на небольшой локальной карте нашего сервера. И первое, что заставит нас пройти игра, это краткое обучение, которое в целом ничего толком и не объясняет, а только заставит немножечко поводить пальцем по экрану и ознакомиться с возможностями объединять картинки, разных солдатиков и разных сооружений. Успешно проходим обучение и понимаем, что наша база представлена в виде небольшого острова, территорию которого нужно будет по частям открывать. Достигнув 5 уровня, у нас появится свобода действия, и мы наконец-то сможем начать полноценное знакомство с этой игрой. Первым делом необходимо посмотреть список рейтинга альянсов. Если мы будем активно играть, то жизненно необходимо находиться именно в нем. Смотрим на требования и стараемся им соответствовать. Дело в том, что Альянс приносит дополнительные вкусняшки и разные плюшки, которые так важны на первых этапах развития. И поэтому не теряем времени и стараемся как можно быстрее в него вступить. Конечно, ситуация может быть разной на сервере, и возможно вам придется не раз его сменить, но в первые же дни вряд ли это будет. Вторым же нашим делом это будет форсированно развивать свою базу. И в этом плане я вам помогу. И начнем с того, что осмотрим свои владения. Для нас доступный небольшой участок на острове, который будет постепенно расширяться в зависимости от нашего уровня. На данный момент максимально 100 уровень. Основное здание, командный пункт. В нем мы сможем проводить улучшения наших военных и экономических сооружений, получая за это очки опыта, которые повышают основной уровень нашей базы. Естественно, эти улучшения требуют от нас определенных ресурсов. Их мы получаем за выполнение разных заданий, миссий, достижений, от подарков Альянса и, конечно же, за уничтожение Темного Легиона. Чем скорее мы приобретаем данный ресурс, тем быстрее мы растем по уровню. А это важно. Не забудьте сразу ознакомиться со всеми доступными вкладками, чтобы знать, где и за что вы получаете щедрое вознаграждение. И помните, что за большую часть наград игра неназойливо попросит за них заплатить. Ведь, как я говорил ранее, это платная платформа фирмы. Хотя, игроки, которые практикуют free-to-play, некоторые крохи все же смогут получить. А для тех игроков, чьи кошельки ломятся и выворачиваются от кровно заработанных серебряников, с которыми не жалко распрощаться,
то и я могу дать достаточно хорошие советы, как правильно их спустить. И в этом случае важно помнить, что в этой игре $1 не эквивалентный другому. И человек, который потратит, к примеру, $1000, может иметь гораздо хуже результат своих вложений, чем тот, кто потратит $100, но с умом и опытом. И поэтому слушайте внимательно человека, который не обладает акциями этой компании, и подробно все вам объяснит. Но не сейчас. Переходим к источникам, в которых мы сможем добывать полезные для нас ресурсы. Радар. Он дает вам доступ к небольшим и легким миссиям, за выполнение которых вы будете получать неплохую награду. Качество награды будет зависеть от уровня радара, командира и звездности задания. Важно заметить, что при выполнении заданий на локальной карте сервера затрачивается энергия, которая постепенно восстанавливается. Увеличить объем и скорость восстановления энергии можно, но в основном за реальные деньги. Также есть еще банки с энергией и всякие вкусняшки, которые единоразово могут пополнить запас энергии на 10, 25, 50. Я настоятельно рекомендую вам постоянно выполнять все задания, что предоставляет вам радар. На 15 уровне вы откроете секретное оружие, объект, для постройки которого нужно выполнить череду разных заданий, за каждое из которых вы будете получать небольшую награду, а после завершения проекта вам будет доступно несколько приятных навыков. Например, ускорение создания юнитов. Также откроется учение в песках, плюс к ежедневным наградам. На 23 уровне реликвии Империи. Очередное место, где после победы над противником можно получить награду. Для похода требуется ключ. Они бесплатно начисляются каждые 12 часов, а также их можно купить. Пространственная шахта. Дополнительный источник по сбору ресурсов. Рекомендуется добывать 4-5 звезды. Экспедиция. Отдельная ветка PvE контента, где вам предстоит пройти череду испытаний, за которые вы получаете сундуки с компонентами. А также здесь можно периодически собирать дань в виде колбочек и камней. Не забываем про это. Внутрисезонные учения. Здесь можно испытать свои силы против других игроков. Также здесь можно получить небольшие призы. А в начале это бесплатные алмазы. Пыльный грузовик. Хороший источник разных материалов. Оранжевые фрагменты, алмазы, чипы, катализаторы. Единственный недостаток – за ним нужно еще поохотиться. Найти грузовик не только с интересным грузом, но и с доступной для вас по силе охраной. Гильдия охотников. Отличный источник для получения нужных материалов, но, к сожалению, весьма ограниченный. Для активации события нужно собрать 9 пазлов таинственной карты, которые мы получаем за выполнение премиальных заданий. После активации происходит случайное событие, такое как рулетка, секретный магазинчик, обмен и призыв стража. И здесь важно знать, в секретном магазинчике мы покупаем только оранжевые фрагменты, а стража призываем только высшего. Но его можно убить только после 55-60 уровня. Поэтому откладываем пазлы до лучших времен. Не пожалеете. Таинственный остров. Очередная ветка PvE, которую тоже лучше постоянно проходить. А после того, как ваш альянс захватит основные руины, а я напоминаю, что важно находиться именно в том альянсе, который будет ими владеть, то можно будет потом собирать ресурсы 6 уровня, а также получать дополнительные материалы и юниты с других руин. Основной концепт игры заключается в том, чтобы заставить игроков постоянно соперничать друг с другом. Каждый день или каждую неделю игра подкидывает вам общие испытания, за которые вы будете бороться. Такие события могут быть как индивидуальные, где каждый игрок отстаивает только собственные интересы, так и командные, где участники объединяются в небольшие группы, альянсы или выступают за весь сервер. Эти события могут нести как мирный характер, суть которых состоит в наборе большего количества очков во время прохождения разных заданий, либо враждебный, там уже не избежать прямого столкновения между игроками, где и побеждает сильнейший. Особой стратегии или тактики в этой игре нет.
Именно поэтому основной целью, которую преследуют все игроки, является повышение боевой мощи всей армии. И здесь важно заметить, что БМ, боевая мощь, может быть как отдельной базы, так и для отдельного похода. Об этом сейчас и пойдет речь. Итак, когда мы конфликтуем с каким-то игроком или враждебным объектом, мы отправляем на него военный поход, который состоит из юнитов, героев и тяжелой техники. Итоги боя будут зависеть от некоторых факторов. Уровень юнитов, сила героев и уровень их универсального навыка. Сила тяжелого робота. Размер похода. Дополнительные характеристики и бафы. Насчет юнитов, я думаю, всем все понятно. Рано или поздно уровень юнитов у всех будет одинаковым. Герои. Главное, что нужно знать про них, что каждый месяц в игру вводят 1 или 2 новых героя, которые могут быть как универсальными, так и конкретно под определенный тип войск. Танки, флот, ВВС. Новый герой обычно на 3-5% сильнее предыдущего, поэтому сильные игроки постоянно их обновляют. Хорошая новость в том, что во время выхода нового героя его можно получить практически бесплатно, что я вам рекомендую и делать. Чтобы герой лучше себя раскрыл, нужно поднимать ему уровень универсального навыка. Разница между 3, 5 и 7 уровнем колоссальная. И в этом вы потом убедитесь. К сожалению, игрок, который не вкладывает деньги в игру, с очень большим старанием сможет приобрести только 5 уровень навыка. И это для него будет очень хорошим результатом. 7 уровень навыка доступный практически только тем игрокам, которые готовы за него заплатить. В районе от 800 до 2000 долларов. Зависит от того, где и при каких ситуациях они его будут собирать. Третье, еще нужно знать, это про звездность, уровень, дополнительные навыки и таланты героя. Разумеется, нужно стремиться повысить героя на 5 звезд. Повысить 120 уровень и после достижения этих условий прокачать ему таланты. Отличная новость в том, что таланты можно будет переносить от одного героя к другому за символическую плату 1000 алмазов. А что касается дополнительных навыков, то здесь все стандартно. Улучшенный навык дополнительного похода, повышение урона, понижение получаемого урона. И если вы выбрали профессию элитного бойца, в дополнительный слот вы можете вставить обычный навык дополнения к походу. И последнее, не менее важное, что нужно знать про героев, это их синергию друг с другом. В начале игры вам будет доступно только 2 героя в военном походе. Но потом, изучая определенные технологии, откроется доступ к третьему. Разработчики упростили игрокам задачу по определению, каких героев нужно брать в той или иной поход. И предоставили нам информацию о комбо героев, где и указано, на какой тип войск и на какой вид марша нужны те или иные герои. Тяжелый робот. Отличная замена одного стака юнитов. На него действуют не только общие бафы определенного типа войск, но и также индивидуальные чипы, которые находятся на нем. И одна из самых сложных задач в игре – собрать на него комплект подходящего оборудования. И пройдет много-много лет. И плавно переходим туда, где закладывается основной фундамент игры. Я думаю, что уже далеко не секрет, и вы уже все прекрасно поняли, что практически все игроки добьются максимального уровня юнитов, приобретут нужных героев, а побеждать будут все равно те, у кого круче характеристика самой базы. Основные показатели этой характеристики – скорость атаки, атака юнитов, очки здоровья юнитов, повышение наносимого урона, понижение получаемого урона, оборона, дополнение к походу, а также процент подавления. В игре существует контрпик конкретного типа войск.
Это подавление можно нивелировать повышением урона и понижением получаемого урона. Если у вас будет на 100-150% больше урона или понижение урона, то вы сможете одолеть контрпик. Повышаются эти характеристики очень просто. Умением героев, компонентами, мастерством, оборудованием, чипами, амуницией героев, коллекционированием питомцев, обликами базы, обликами походов, награда за комбинации героев и самое простое – декор. Много декора, много платного декора, много дорогущего декора. И это ферма. Удачи вам!